Приветствую, друзья, с вами Артур. Проще на видео вам рассказать бегом, чем делать новые фотографии и писать описание. Собственно, привезли палатку из Германии. Палатку там не раскрывали. Продавец говорил, что она очень огромная, и он ею давно не пользовался. По факту, так, что мы имеем? Палатка у нас Club Holiday, моделька у нас BT180. В общем, колышки. Короче, сказать, палатка в печальном состоянии. Если у кого-то есть желание, чисто символически, мы ее взяли намного дороже, чем готовы отдать здесь, потому что, грубо говоря, сейчас состояние чуть покажу, расскажу. В общем, колышки такие чуть-чуть, в принципе, более-менее, есть чуть ржавчина. Палки. В общем, палатка огромная. Я взял GoPro, самый широкий угол сделал. В общем, так, рулеточка под рукой. Собственно, почему состояние печальное? Скорее всего, ее сложили влажная, либо она хранилась во влажном помещении. Все, что не гниет, скажем так, быстро, вот это низ палатки, он в хорошем состоянии. Потом вот эта вот промежуточная сеточка, она в печальном состоянии. То есть, как вы видите, то есть вот такое вот состояние не лучше. У меня палатка постояла, в принципе, проветрилась, запах вроде уже ушел, но лучше ее, конечно, на солнышке раскинуть, не в помещении, чтобы она постояла. Нужен ремонт, нужны правильные руки. Вообще, если у кого-то есть швейная машинка, можно в идеале вот эту палатку срезать и к низу сразу пришить тент. И, грубо говоря, будет такой большой палатка, тент, что-то. Грубо говоря, в общем, показываю, что есть. Я ее не раскладывал. Снимаю в помещении. Сейчас покажу размеры внутренней палатки. Я вот взял рулеточку 8-метровую. Давайте центр замерим. Она же от того, что стояла, я вот замки уже чуть-чуть подергал. Они уже открываются, но изначально они как-то тяжело даже работали. Видно, что палаткой, наверное, несколько лет не пользовались. Так, в общем, рулетка у нас. Палатка на полу, я ее особо не растягивал. Длина получается 250 с копейками. Еще одну типа такую же, только 150-я модель привезли, та практически новая. Тут у нас 140, грубо говоря, если ее растянуть, может тоже там, ладно, 250 на 240. Но единственное, у нее вот этот край, видите, такой полукруг форм. Отсюда у нас вход. Тент я не буду замерять. В общем, внутреннее, вы поняли, состояние чуть печальноватое. Тент, друзья, давайте я камеру на штатив закреплю и чуть-чуть покажу. Я не могу с ним особо разобраться, не мог понять, где низ, где верх. Так, вроде от нее, потому что все было в одном чехле. Тут такие резинки на нижней части такие же резинки. И не могу понять, вот это вот отверстие это должно быть или его вырезали. То есть там какой-то очень огромный, он что-то намного больше, чем сама палатка. Так, скорее всего у нас, он раза, наверное, в 2 больше, чем, друзья, чем вот эта вот внутренняя палатка. Друзья, так, я возьму со штатива. В общем, тент реально раза в 2, наверное, больше. Он даже не помещается на камеру. У меня длина здесь помещения 9 метров и ширина 5,5. Вот у нас Club Holiday, моделька BTH180. Вот отсюда получается вход стеклянный, не стекло, а типа клеенки, такой типа окошки. И над входом выше какое-то отверстие, я не знаю, похоже на вырезанное, для чего делали это, не знаю. Но палатка, тент как-то намного больше. Давайте рулеточку кинем. Сейчас, секунду, друзья, на штативчик закреплю. Не хочу, чтобы видео слишком длинное тоже было. Там он даже загнутый.
даже не влазит. Ну, в общем, смотрите, я даже толком особо не растянул. То есть у нас, грубо говоря, 0. И погнали, погнали, погнали. 420. И это очень много еще складок. То есть тент намного больше. То есть вот эта вот вся палатка, она будет до 10 евро. То есть кому надо, берем, ну, грубо говоря, на природе раскладываем, смотрим, что к чему, чего нету, что есть. Разбираетесь вы. У меня желания нету. Я сейчас ее даже, я даже не знаю, как ее фотографировать, чтобы выставить на продажу. В общем, у нас колышки. Чехол надорванный. В таком не очень хорошем состоянии, конечно. Ну, хранилось как есть. Эти чехольчики в хорошем состоянии. Это сама такая ткань неубиваемая. Колышки. То есть хотите, ставьте паузу, считайте. И трубы. Трубы собираются одна в одну. Я так понял, они над входом где-то собираются вот там. Вот тут что-то похоже, труба должна быть. Вот отверстие снизу. Вот такая вот должна вставляться. Вот такой вот со штырем. Только снизу вверх. Ну, грубо говоря, друзья, можно, скажем так, у кого есть желание с этого всего сделать какую-то большую кухоньку или палатку, тент для велосипеда, кто на велосипедах путешествует. В общем, за недорого. Чисто продается, просто жалко реально выбрасывать. В общем, вот так вот. Лайк за видосик. Всего наилучшего. Туристические вещи на мусорку — это как-то негуманно. Лучше пусть достанутся в правильные руки за недорого. В общем, спасибо за просмотр. Пока.